Библиотека типов – это тема, которая посвящена сегодняшний вебинар. Вот. А при этом значит, хотелось бы сделать небольшое, назовем это, лирическое отступление про то, что именно будет рассказывать Юрий, что он будет рассказывать на примере организации вот такой вот структуры. Значит, а я сделаю небольшое отступление и расскажу, о чем идет речь. Значит, есть одно важное отличие, которое мы как-то не очень явно произносим, поэтому мы решили этому уделить внимание. То есть, в отличие от классической клиент-серверной SCADA, значит, наша система позволяет реализовать несколько серверов, которые выполняют различные задачи, да, в рамках одного проекта. То есть в рамках одного проекта, по сути дела, вы можете создавать несколько различных задач, вот как вы можете здесь видеть на экране. То есть сервер СУТП – это, по сути дела, СУТП-шная часть какого-то цеха, какого-то отдельного самостоятельного независимого производства или там какого-то объекта. Да. Сервер СУТП-2 – это независимый, опять же, живущий своей жизнью объект, своя система. И сервер центральной диспетчерской – это, опять же, система, которая объединяет в себе данные, которые он будет получать с сервера 1 и сервера СУТП-2. Значит, что важного хочется подчеркнуть. Первое, еще раз. Если вы будете использовать классическую клиент-серверную архитектуру, то в отличие от платформы, которой является наш продукт, вам придется делать 3 различных проекта. Это первое. Второе, придется приобретать 3 различных лицензии, это будут 3 разных системы. И третий важный момент, то что вам придется переплатить за количество тегов, потому что в нашей системе, в нашей платформе передача информации между серверами, она не лицензируется. То есть если мы возьмем классическую клиент-серверную архитектуру, где серверов максимум 1, ну в смысле, он может быть резервным, но он все равно один. Их там не может быть 2, 3, 4. Значит, то, допустим, сервер СУТП-1 – это 100 тысяч точек, сервер СУТП-2 – это 100 тысяч точек. Если мы хотим построить центральную диспетчерскую, то вам придется купить 3-ю систему, и она должна будет в себя включать систему на 200 тысяч точек. Вот. В нашем случае это делать не нужно. То есть, первое, важный момент – это то, что вы в одном проекте можете объединить, по сути дела, 3. Это первый момент. Второе – это удобство эксплуатации. Третье – это важно, это цена. То есть вы не должны будете переплачивать за это. Кроме того, что в одном проекте можно объединять несколько серверов, по сути дела, несколько проектов, у нас также есть решение о так называемом междоменном взаимодействии. То есть в рамках одного проекта мы можем объединять несколько серверов, и эта штука называется доменом. Таких доменов может быть несколько, они опять же могут быть в рамках одного проекта, и можно настраивать междоменные взаимодействия. Если значит, вам эта тема интересна, вы, пожалуйста, напишите, мы отдельно про доменную архитектуру проектов сделаем отдельный вебинар, где мы покажем, как настраивается взаимодействие между доменами и как можно эту информацию передавать. Собственно, дальше, что касается типов, я свою лирическую часть заканчиваю и передаю слово Юрию, который вам расскажет технические детали именно про библиотеку типов. Юрий, слово тебе. Да, спасибо, Сергей. Да, ну, немножко дополню слова Сергея, что тут вот в сегодняшнем рассматриваемом вебинаре мы будем использовать вот такое количество уровней, но на самом деле количество уровней и масштабирования при создании проекта оно не ограничено, вы можете как вширь расширять, так и то есть как горизонтально, так и вертикально. То есть у нас нет ограничений на то количество серверов, которые вы можете использовать. Если вы помните, из прошлого вебинара выступал Александр Ширенков, он рассказывал про проект, созданный в ВСТО-2, и там использовалось 360 программных серверов. Собственно, вот это вот все было сделано с использованием Alpha Developer Studio, и все это прекрасно работает. Там также использовалась библиотека типов, которую они создавали для своего проекта, ну и теперь они используют его в реализации дальнейших проектов. Собственно, а сегодня об этом мы с
с вами поговорим. С вашего позволения, я отключу камеру, чтобы экран был больше и было лучше видно. Так. И включу трансляцию своего рабочего стола. Сейчас, минутку. Так. Все. Подтвердите мне, что вы видите мой рабочий стол. Сейчас здесь у меня среда разработки запущена. Да, все видно хорошо. Ну, собственно, теперь перейдем непосредственно к теме вебинара. Начнем с того, что когда разработчик разрабатывает проект автоматизации, как правило, везде используется однотипное оборудование. То есть это, например, несколько одинаковых задвижек, несколько одинаковых датчиков, несколько одинаковых насосов и любого другого оборудования. То есть один тип оборудования может использоваться в большом количестве экземпляров. Для того, чтобы упростить процесс создания проекта, чтобы разработчику не пришлось описывать каждый отдельный экземпляр используемого оборудования в проекте, что, соответственно, занимает много времени, повышает вероятность внесения ошибок, ну и, естественно, потом поддержку и внесение изменений в этот проект, мы предлагаем описать типы используемых устройств и использовать уже эти типы описанных устройств при создании проекта. Ну, давайте с вами рассмотрим, сейчас я включу слайд. Рассмотрим на примере задвижки, как формируется описание типа для задвижки для каждого из представленных уровней. То есть у нас имеется уровень ввода-вывода, уровень серверов СТП и вышестоящий уровень, который представляет из себя диспетчерский центральный пункт. Для уровня ввода-вывода задвижка описывается тремя параметрами. Это команда «Открыть-закрыть», команда «Статус», которая указывает состояние задвижки. Для уровня серверов СУТП задвижка описывается уже 4 параметрами. Это те же команды «Открыть-закрыть», статусный параметр, и добавляется еще один параметр вычисляемый, это параметр ошибка. Он вычисляется из статусного параметра. То есть на этом уровне у нас уже используется альфа-сервер, и он с помощью логики высчитывает параметр ошибка. Для вышестоящего уровня, помимо этого, когда мы описываем параметры открыть, закрыть и статусный, тем самым мы связываем уровень серверов СУТП с уровнем ввода-вывода и получаем возможность контролировать состояние имеющейся задвижки, получать информацию с уровня ввода-вывода и, соответственно, подавать команду, управлять ей. Для вышестоящего уровня, Для вышестоящего уровня, для центральной диспетчерской, мы описываем всего 2 параметра – статус и ошибка. На этом уровне мы просто убираем возможность возможность управлять нашим оборудованием. Далее, это то, что касается типа задвижка. Собственно, на первом этапе создания библиотеки типов мы описываем все необходимые устройства, которые у нас будут использоваться в проекте. Это задвижки, насосы, датчики и так далее. То есть набор оборудования, которое используется в проекте, он, естественно, для каждого проекта автоматизации свой. После того, как мы опишем каждый из используемых типов оборудования, мы формируем из этих типов библиотеку и получаем возможность использовать ее уже во всех наших проектах, которые вы будете в дальнейшем разрабатывать. Собственно, библиотека типов – это и есть описание того, на каких уровнях и каким образом должен существовать описанный объект, и как они должны между собой взаимодействовать. Ну, собственно, давайте перейдем непосредственно в среду разработки. Так. И создадим наш первый тип задвижку. Да, еще одно отступление такое небольшое. При разработке библиотеки типов мы выделим 2 роли. Первая роль – это будет разработчик типовых решений. Это, собственно, тот человек, который будет разрабатывать библиотеку типов, чтобы ее потом можно было использовать. И вторая роль – это разработчик проекта. Это тот человек, который будет разрабатывать проект, используя уже готовую библиотеку типов. Ну, я сейчас буду 2 в 1, собственно.
Ну, собственно, давайте создадим первый тип, задвижку. Перейдем в среду разработки, создадим проект библиотеки элементов. Так, это на рабочем столе мы будем. Вебинар. Создали проект библиотеки типов. Теперь добавим с панели элементов пространство имен, которые будут описывать каждый из описываемых нами уровень. Это уровень ввода-вывода, уровень серверов СТП и уровень диспетчерской, центральной диспетчерской. Ну, собственно, так их и назовем. Это будет уровень ввода-вывода, это у нас будет уровень СУТП, и это будет верхний уровень. То есть это диспетчерская какая-то, верхняя, центральная диспетчерская. Теперь в каждый из этих уровней добавим метку, которой мы будем обозначать принадлежность типов к тому или иному уровню. Назовем ее метка. Так, для СУТП и для вышестоящего уровня добавили. Ну и теперь, собственно, добавим тип, которым мы опишем задвижку. Задвижка. Так ее и назовем. Задвижка. Укажем, что эту задвижку мы описываем для уровня ввода-вывода. Зайдем внутрь и добавим тот необходимый набор параметров, который у нас представляет эта задвижка. Это две команды. Команда «Открыть» и команда «Закрыть». Close. И параметр, который возвращает нам статус состояния задвижки. Статус. Все, мы описали сейчас с вами задвижку для уровня ввода-вывода. То есть, по сути, мы с вами описали тот набор параметров, которые мы будем получать с уровня ввода-вывода и с какими параметрами можем взаимодействовать с уровня СУТП, с уровня серверов СУТП. Теперь давайте опишем задвижку для уровня серверов СУТП. Также добавляется логический тип. Называем ее задвижка. Указываем, что эту задвижку мы создаем для уровня серверов СУТП. Представляемый тип указываем, что это задвижка. Заходим внутрь. И теперь мы должны связать уровень ввода-вывода с уровнем СУТП. Это делается с обозревателя решения. Мы перетаскиваем, собственно, уже созданную, извиняюсь, с уровня ввода-вывода перетаскиваем уже созданную задвижку и формируем тот набор параметров, который уже имеется в этой задвижке. То есть это у нас команды «Открыть-закрыть» и команда «Статус». Тем самым мы сформировали взаимодействие между уровнем серверов СУТП и уровнем ввода-вывода. То есть вот эти связи как раз нам показывают о том, что мы, изменяя команды, параметры open и close, мы подаем команды в сторону уровня ввода-вывода. А со стороны уровня ввода-вывода, изменившись параметр статус, мы получим на стороне сервера ввода-вывода для серверов СУТП, то есть в альфа-сервере. Теперь добавим здесь, согласно нашей схеме, еще один параметр, который будет отображать аварию этой ошибки. Назовем его failure. Как мы говорили, это будет вычисляемый параметр. Добавим здесь формулу. Формула будет простая, что если у нас команда статус будет равна единице, то параметр failure будет true, то есть авария. Если любое другое значение, значит аварии нет. Все. Добавили. Помимо этого, на стороне сервера до вывода на уровне серверов СУТП мы также настраиваем генерацию событий для команды, что для статуса, для параметра failure сгенерируем событие, что если у нас произошла ошибка, мы говорим авария, не знаю, текстовка пусть будет такая,
авария. И также указываем, что эти параметры нам необходимо сохранять в истории. Мы эти параметры будем сохранять в истории. Соответственно, мы здесь определили логику, мы добавили новый параметр, мы определили генерацию тревог и сохранение в истории. Все, мы описали задвижку для уровня серверов ASUTP. Теперь давайте опишем эту задвижку также для вышестоящего уровня центральной диспетчерской. Также добавляем логический тип. Задвижка. Указываем, что мы ее описываем для уровня центральной диспетчерской. Указываем, что это представляемый тип у нас будет задвижка. Заходим внутрь, связываем уровень серверов ASUTP с уровнем центральной диспетчерской. Но так как мы знаем, что на уровне центральной диспетчерской мы не будем управлять этой задвижкой, соответственно, мы в связи с уровнем ASUTP отключим возможность управления. То есть скажем, что только чтение. Да. И мы, соответственно, у нас не будет команд управления. Создадим параметры, которые нам необходимы. Вот у нас это будет параметр статус, параметр failure. Все. Мы с вами сейчас описали задвижку для 3 уровней создаваемой нами системы. То есть это для уровня ввода-вывода, для уровня серверов ASUTP и для уровня центральной диспетчерской. Один тип задвижки мы создали. Теперь давайте попробуем использовать эту библиотеку. Теперь создадим библиотеку типов и попробуем использовать ее в проекте. Делается это, выбираем в обозревателе решений нашу библиотеку, указываем версию, которую нам необходима, ну, пусть она будет 1.0.0.0, и говорим через контекстное меню «Опубликовать модули». Все, опубликовали. Теперь я меняю роль, теперь я становлюсь разработчиком проекта и перехожу в среду, в которой мы будем разрабатывать проект. Вот. Здесь у меня уже есть заготовка, чтобы время не терять. Это уровень ввода-вывода, собственно, это тот уровень, которого мы будем получать данные. То есть это может быть некий контроллер какой-то, любой другой источник данных. Да? Уровень серверов ASUTP. Здесь у меня сейчас тоже используется один сервер. И уровень сервера центральной диспетчерской. То есть вот эти сервера уровня ASUTP и уровень диспетчерской – это сервера ввода-вывода альфа-сервер. То есть они исполняются на вот этих вот непосредственно железных компьютерах. Ну, теперь, собственно, давайте подключим библиотеку типов, которые мы создали, и воспользуемся тем набором типов, которые в ней представлены. Это делается путем выбора контекстного меню «Импортировать модули». Вот в импортируемом модуле мы видим, что у нас есть библиотека, которую мы сейчас только что создали. Далее, готово. Все, библиотеку типов мы подключили. Теперь создадим ссылку на эту библиотеку из проекта. Укажем, что мы хотим в проекту подключить нашу библиотеку типов. Дадим какое-то здесь осмысленное имя ей. Все, библиотеку типов мы подключили. Ну, теперь давайте добавим несколько задвижек на уровень ввода-вывода. Идем в приложение. Из панели элементов у нас уже появилась эта библиотека типов, которую мы создали. И мы видим тот набор оборудование, которое мы в ней описали. То есть для уровня ввода-вывода вот она задвижка. Мы ее можем сюда добавить. Назовем ее задвижка 1, задвижка 2. То есть эти задвижки при описании уровня ввода-вывода дерева сигналов будет выглядеть так. То есть у нее есть команды открыть-закрыть и статусные команды. То есть это мы описали тот набор параметров, с которыми мы будем взаимодействовать на уровне ввода-вывода. Теперь опишем задвижку для уровня серверов ASUTP. Это делается уже с использованием мастера. Можно сделать. И мы скажем, что мы на уровне серверов ввода-вывода для серверов ASUTP хотим видеть эти две задвижки, которые мы будем получать с наших контроллеров. Окей. И укажем метку, для какого уровня мы их создаем. ASUTP. Добавили. Вот у нас появились тоже две задвижки, но
количество сигналов у них уже отличается от уровня ввода-вывода. То есть мы здесь, помимо того, что мы можем управлять задвижкой и получать ее статус, мы также еще и имеем вычисляемый параметр failure. И здесь уже видно, что у нас установлена сигнализация на нем и возможность сохранения в истории. То есть это уже добавлено было на уровне типа. То есть нам этого дополнительно делать не придется. И то же самое выполним для центральной диспетчерской. Перейдем в приложение центральной диспетчерской. Также с помощью мастера добавим эти две задвижки, указав, что мы их добавляем на уровне up-level диспетчерской. Добавили. Мы видим тоже дерево, но мы тут видим только с параметры, которые мы можем читать. То есть возможности управления уже нет. Команд управления отсутствует. На уровне центральной диспетчерской команд управления не существует. Все. То есть создав библиотеку типов, мы смогли воспользоваться ей в своем реальном проекте. То есть описав эту задвижку, мы уже можем создавать такое количество этих задвижек, какое нам необходимо. То есть какое количество экземпляров в реальном мире существует, такое количество мы можем здесь описывать. Далее, следующий момент, который хотелось бы показать. Сейчас, минутку. Развернемся к проекту, где мы создавали библиотеку типов. И теперь я расскажу о такой возможности, как наследование. Описанная в виде типа задвижка, она имеет у нас, собственно, тот набор параметров, которые мы ей описали. И тут может возникнуть необходимость, ну, как правило, бывает такая необходимость, что нам необходимо добавить новый тип задвижки с расширенным функционалом. И у нас имеется возможность использовать уже описанный тип задвижки как базовый, то есть новая задвижка, которую мы будем создавать расширенным функционалом, она уже изначально будет иметь тот набор тех параметров, которые имеются у обычной базовой задвижки. И нам останется только добавить те параметры, которые характерны для нового типа задвижки. Ну, давайте это лучше на примере, это будет более понятно. То есть вот мы вернемся сейчас в проект, где мы разрабатываем библиотеку типов. Вот у нас есть уже задвижка, и мы хотим добавить задвижку нового типа. Мы также добавляем логический тип и говорим, что это задвижка новая. Укажем ей, что мы создаем ее для уровня ввода-вывода. И базовый тип мы укажем, что мы хотим взять тот набор параметров, который имеется у обычной задвижки. И в базовом типе указываем обычную задвижку. Все, вот мы получили задвижку, у которой имеется такой же набор параметров, что и в базовой задвижке. И нам останется только лишь добавить здесь тот набор параметров, которые характерны для этой задвижки. Ну, давайте добавим здесь два параметра. Одна команда, которая будет у нас устанавливать процент, на который необходимо открыть задвижку. Назовем его setPercent. И второй параметр, это будет, например, текущее положение задвижки, position. То есть помимо тех параметров, которые у нас имеются у базового типа, мы добавили еще два параметра. Ну и, собственно, в виде сигналов это будет выглядеть так. Close Open, Position, setPercent, Status. То есть три параметра мы взяли от уже имеющихся и добавили два новых. Все. Это мы описали сейчас новую задвижку для уровня ввода-вывода. Теперь опишем эту задвижку для уровня ASUTP, для уровня серверов ASUTP. Это делается, в принципе, аналогично. Задвижка новая. Укажем, что мы ее создаем для уровня серверов ASUTP. Представляемый тип у нас будет задвижка новая. Базовый тип задвижка. Мы тоже также получили для новой задвижки тот набор параметров, которые характерны для описания задвижки для уровня серверов ASUTP, включая сигнал failure. И здесь мы свяжем теперь новую задвижку уровня серверов ASUTP с новой задвижкой уровня серверов, уровня ввода-вывода. Не серверов, просто уровня ввода-вывода. С обозревателя решения перенесем ее сюда.
Вот у нас появилась связь. И добавим, то есть только те параметры, которые нам необходимы. Вот мы их добавили. Все, сейчас мы с вами описали новый тип задвижки для уровня АСУТП. Ну и, собственно, таким же образом описывается новая задвижка для уровня центральной диспетчерской. Задвижка новая. Говорим, что мы ее описываем для верхнего уровня. Представляемый тип у нас будет задвижка новая. Базовый тип — это будет обычная задвижка. Связываем ее с уровнем АСУТП. Ой, извиняюсь, ткнул лишний раз. Связываем ее с уровнем АСУТП. Говорим, что так как у нас отсутствует команда управления, говорим, что нас интересует только чтение, команд не будет, и добавляем параметр position. То есть у нас получилось, если посмотреть на дерево сигналов, у нас два параметра, которые наследуются от базовой задвижки, и один параметр, который мы добавили в новой задвижке. Все, сохранили. Вот мы теперь уже описали еще одну задвижку нового типа на базе уже имеющейся. Ну, давайте также теперь создадим библиотеку типов и попробуем использовать ее в проекте автоматизации. Скажем, версия 1.0.0.1 и опубликуем ее. Опубликуем. Готово. Все, опубликовали. Теперь вернемся в проект разработки. Сейчас у нами используется версия библиотеки 1.0.0. Если посмотреть, здесь в свойствах видно, что используется библиотека версии 1.0.0. Давайте подключим версию библиотеки 1.0.0.1. Это будет импортировать модули. Далее, вот здесь мы видим, что у нас подключена версия 1.0.0. Мы можем использовать версию 1.0.0.1. Далее, готово. Все. Мы подключили новую версию библиотеки. Вот у нас версия 1.0.0.1. Ну и давайте теперь добавим нашу новую задвижку на уровень водовывода, на уровень серверов СТП и на уровень диспетчерской, центральной диспетчерской. Перейдем в приложение. С панели элементов вот у нас появилась в библиотеке типов новая задвижка. Добавим ее. Задвижка 3. И она имеет уже параметры, дополнительные параметры текущее положение задвижки и процент, на который необходимо ее открыть. В дереве сигналов это будет выглядеть примерно так. То есть вот у нас две задвижки старого типа и задвижка нового типа. Но помимо этого мы также можем изменить тип уже имеющейся задвижки. Вот, например, задвижка 2 у нас она еще старого типа. И мы можем в свойствах сказать, что мы хотим здесь использовать задвижку нового типа. Мы просто меняем тип. Если посмотреть на дерево, мы увидим, что задвижка 2, она поменяла набор параметров, которые мы сможем теперь получать от нее. Все, для уровня ПЛК мы описали. То есть у нас получилась одна задвижка старого типа и две задвижки нового типа. Давайте теперь добавим эту задвижку на уровень серверов АСУТП. Перейдем в приложение, используя мастер. Скажем, что мы хотим добавить здесь задвижку 3. Мы получать будем информацию с уровня ввода-вывода. Укажем, что мы ее создаем для уровня серверов АСУТП. Вот у нас появилась задвижка 3. И в задвижке 2 мы поменяем, собственно, тоже тип. Мы скажем, что это будет задвижка новая. Здесь инициализируем ее. Вот, если посмотреть на дерево сигналов, то у нас задвижка 1 осталась старого типа, задвижка 2, задвижка 3 стала нового типа. Для диспетчерской, собственно, это происходит примерно так же. Используем мастер. И указываем, что это у нас будет задвижка 3 для up-level. Добавили. Вот у нас задвижка 3. И она команд управления не имеет, только параметры, которые мы можем контролировать.
Да, и задвижку 2 мы поменяем тип. Это новое. Инициализируем. Все. Собственно, описав... Сейчас мы воспользовались, у нас уже в библиотеке типов 2 разных типов оборудования. Это задвижка старого типа, задвижка нового типа. И мы сможем ее уже использовать в проекте. Соответственно, мы уже можем их выстраивать в ту иерархию, которая соответствует проекту автоматизации, который мы реализуем. Далее, вернемся опять в проект, где мы создавали библиотеку типов. Я расскажу про следующую возможность. Это так называемые составные типы. Составные типы, они используются для описания объектов автоматизации, которые состоят уже из имеющихся нами типов. Ну, сейчас все закрою здесь. Перейдем на уровень ввода-вывода. Ну и давайте для примера, например, опишем насос. Например, и это будет лучше понятно. У нас есть насос. Пишем насос. Также укажем, что у него мы его создаем для уровня ввода-вывода. Добавим характерный для насоса параметр. Это будет какое-нибудь там давление, предположим. То есть это, опять же, повторюсь, это мы не реализуем какой-то реальный проект, это мы просто показываем возможности создания библиотеки типов, как это формируется. Естественно, при реализации реальных проектов набор параметров, все это может быть другим, и описание, все эти иерархии, количество объектов, которые создаются, тоже может быть различным. Да. Вот описали насос, добавили ему параметр value, но мы знаем, что у нас насос, кроме того, что он имеет параметр давления, через который не проходит, он содержит в себе задвижку. Так как задвижка у нас уже описана, то нам нет необходимости добавлять тот набор параметров, которые характерны для задвижки. Мы поэтому просто добавим здесь задвижку, которую мы уже описывали. Давайте добавим задвижка новая. Соответственно, наш насос будет состоять из параметра давления и возможности управления этим насосом при помощи задвижки. Все. Мы создали с вами сейчас новый тип насос, используя в качестве, используя задвижку для того, чтобы описать этот насос. Теперь опишем насос для уровня серверов ASUTP. Это тоже делается также. Указываем, добавляем новый тип, указываем насос. Говорим, что мы его описываем для уровня ASUTP. Представляемый тип у нас будет насос. Связываем насос уровня серверов ASUTP с насосом уровня ввода-вывода, причем перетаскивание связи. Добавляем параметры необходимые. То есть мы получили сейчас связь между уровнем ввода-вывода насосом и уровнем серверов ASUTP. И добавим здесь ссылку на... Добавим здесь задвижку, собственно, которая уже существует в насосе. Мы ее также опишем, как обозначим меткой для уровня СУТП. Вот у нас появился насос. Соответственно, дерево сигналов у нас будет примерно такое. Параметр value и задвижка. А в задвижке уже будет тот набор параметров, которые характерны для уровня серверов ASUTP. То есть, вот, как мы видим, это параметр failure. И также установлены все необходимые параметры, как сохранение в историю и генерация событий. Далее, ну и опишем насос для уровня центральной диспетчерской. Насос. Укажем, что мы создаем насос для центральной диспетчерской. Представляемый тип у нас будет насос. Свяжем насос с уровнем ввода, с уровнем серверов ASUTP.
и добавим задвижку, которая существует в этом насосе для уровня. Все. Вот мы описали насос для уровня центральной диспетчерской. Команд управления нет, только команды контроля. Естественно, все то, что я сейчас показал, это можно комбинировать. Это могут быть составной и базовый тип. Ну, мы можем составить базовый тип и в нем еще использовать составные типы. Все вот эти комбинации, они допустимы. Ну, давайте теперь создадим библиотеку типов. Это у нас уже будет вторая версия. И опубликуем ее. Перейдем в проект разработки и воспользуемся библиотекой типов. Все закроем. Импортировать модули. Вот мы видим, что у нас сейчас подключена версия 1.0.0.1, и нам доступна стала версия 1.0.0.2. Но также, в принципе, можем использовать любую из тех, которые мы уже опубликовали. Давайте воспользуемся версией 1.0.0.2. Добавили. Перейдем на уровень ввода-вывода и добавим из библиотеки созданных типов насос, который мы описали. Вот у нас появился насос. Добавляем насос. Если посмотреть на дерево сигналов, то мы видим, что у нас насос, у него есть задвижка и еще 3 задвижки. Теперь опишем насос для уровня СУТП. Для уровня серверов СУТП. Это делается с помощью мастера, чтобы ускорить процесс. Насос. Окей. Указываем метку, для какого уровня мы ее создаем. Создали. У нас появился насос на уровне серверов СУТП. И то же самое, в принципе, делается для центральной диспетчерской. Описываем. Если она, конечно, там нужна будет. Если нужна будет информация об этой задвижке. Давайте добавим ее. В смысле, об этом насосе. Добавили. Все, добавили. Собственно, мы сейчас с вами воспользовались. Мы создали 3 элемента. Сейчас я вернусь на уровень ПЛК. Мы создали с вами 3 элемента задвижка старого типа, задвижка нового типа, насос. Причем насос это составной тип. Задвижка новая это задвижка, которая наследуется от обычной задвижки. И мы всеми вот этими 3 описанными типами оборудования воспользовались при реализации нашего проекта. Вот. Дальше. Следующий момент. Иногда возникает необходимость внести какие-то изменения в уже имеющийся тип. Давайте вернемся в библиотеку типов и предположим, у задвижки расширенного типа у нас оказывается, что кроме того, что мы имеем позицию этой задвижки, мы можем контролировать, например, какое-то, например, не знаю, напряжение на этой задвижке. Power назовем ее. Какой-то Power. Соответственно, добавив этот параметр на уровне типа, сейчас мы добавили новый параметр Power для задвижки нового типа для уровня ввода-вывода. Теперь добавим этот параметр, опишем этот параметр для новой задвижки для уровня серверов СУТП. Вот у нас появилась команда Power. И также опишем этот параметр Power для уровня центральной диспетчерской. То есть у нас появился еще один параметр. То есть мы сделали сейчас изменения на уровне типа. Мы не использовали, не лезли в имеющийся проект, мы сделали доработку типа, который мы используем в основном проекте. Ну, давайте теперь опубликуем нашу созданную библиотеку. Скажем, что это у нас будет версия 1.0.0.3. Опубликуем ее. И вернемся в проект, который мы разрабатываем.
И подключим нашу новую библиотеку, которую мы создали, версия 1.0.0.3. Подключили. Все. То есть мы сейчас, у нас была версия 1.0.0.2, мы добавили версию 0.0.3. Версия 1.0.0.2 от версии 1.0.0.3 лишь отличается тем, что у расширенной задвижки появился новый параметр power. Ну, соответственно, если перейти в описание тех используемых объектов, которые нам предоставляет уровень ввода-вывода, мы увидим, что у задвижек, которые используются, появился этот параметр power. То есть нам не пришлось в рамках проекта добавлять для каждого используемого объекта, для каждого экземпляра объектов, которые мы используем в рамках реализации, добавлять этот параметр. То есть он добавится автоматически при изменении типа, который мы используем. Собственно, это произошло для всех уровней, которые мы используем. Для уровня серверов ввода-вывода мы тоже также видим, что у нас появился параметр power, который говорит о том, что типа напряжение какое-то на этом задвижке. Ну, собственно, на этом все. Собственно, библиотека типов позволяет легко, удобно и безболезненно вносить изменения в проект, манипулировать объектами, добавлять изменения в проект, что очень важно для той же эксплуатации, да, когда идет разработка, например, проекта, это очень будет полезно. Ну, собственно, вот такие механизмы мы предоставляем. Ну, собственно, на этом я заканчиваю сегодняшнюю повествовательную часть.